Решение систем линейных алгебраических уравнений в Excel матричным методом. Друзья, вы на канале Учите компьютер вместе с нами. В сегодняшнем видеоуроке речь пойдет о том, как легко с помощью Excel можно решать системы линейных уравнений. Итак, пусть наша система имеет вид. Здесь у нас имеется n неизвестных, x1, x2 и так далее, xn. Число уравнений также равно количеству неизвестных переменных n. Представим данную систему в матричном виде. Коэффициенты при х задаются матрицей А. Сами неизвестные переменные – матрицей столбцом x. Правые части уравнений – матрицей столбцом b. Тогда наша исходная система в матричном виде запишется как А умножить на x равняется b. И из этого уравнения нам нужно выразить x, используя правило матричных вычислений. X равняется обратная матрица А умножить на b. То есть для нахождения неизвестных переменных нам нужно выполнить всего две операции. Найти обратную матрицу а затем умножить ее на матрицу b. В Excel все это делается очень легко с помощью встроенных функций. Давайте перейдем на лист 2 и рассмотрим пример. Предположим, у нас имеется вот такая система из трех линейных уравнений, в которой нужно найти x1, x2 и x3. Прежде всего, давайте заполним исходные матрицы А и Б. Итак, в первую строку матрицы А вводим коэффициенты при х из первого уравнения. 2, 3 и минус 4. Вторая строка. 1, минус 2, 1. И третья строка. 1, 0, потому что в третьем уравнении x2 отсутствует. И 6. Матрица столбец B – это правые части нашей системы. 10, 5 и 12. Ниже я указал формулу, по которой мы будем находить неизвестные иксы. Прежде всего, давайте найдем обратную матрицу А. В ячейке C17 я ввожу формулу. Равняется m обр. И в качестве аргумента я указываю матрицу А. Есть. Посмотрите, в ячейке C17 мы получили какой-то результат. Но обратная матрица должна иметь точно такую же размерность, как и исходная матрица А, то есть 3 на 3. Поэтому я выделяю диапазон C17E19, начиная с ячейки C17. Дальше нажимаю F2 и вхожу в режим редактирования. И последнее нажимаю одновременно Ctrl, Shift, Enter. Есть. Как видите, мы получили нужный результат. Хочу отметить, что не каждая исходная система уравнений имеет корни. Соответственно, не каждая матрица А будет иметь обратную матрицу. Но в нашем случае, как видите, с этим все нормально. Обратная матрица существует. Осталось найти неизвестную матрицу X. Для этого я выделяю ячейку H17 и ввожу формулу. Равняется m умножь. Здесь мы должны обратную матрицу ячейки C17E19 умножить на матрицу B ячейки H9, H11. Есть. В результате имеем точно такую же ситуацию, как и в прошлый раз. На выходе мы должны получить вектор-столбец из трех значений, а рассчитано у нас пока только одно. Я выделяю ячейки H17, H19, начиная с ячейки H17. Далее нажимаю кнопку F2 и вслед за ней одновременно Ctrl, Shift, Enter. Вот, собственно, и все. Мы нашли искомое значение x1, x2, x3 для нашей системы уравнений. Давайте сделаем проверку. Для этого подставим найденные иксы в левую часть уравнений и проверим, чтобы она равнялась правой части. Я выделяю ячейку К9 и ввожу формулу. Равняется А11
умножить на х1 плюс а1,2 умножить на х2 плюс а1,3 умножить на х3. Причем не забываем фиксировать ячейки, которые ссылаются на наши переменные x. Есть. Ну а теперь давайте растянем полученное значение вниз за правый нижний угол. Как видите, после подстановки найденных иксов в левой части уравнений мы получили значение их правых частей. То есть найденное решение верное. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, что вам было полезно и интересно. И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.